Лобовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Все равно денег не хватало, и поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума». Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь 2 вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс «Ми минор», который считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Декабристы переписывали от руки «Горе от ума». Они постоянно посещали одни и те же ужины, вечеринки. Они рассуждали вместе о необходимости реформ в России. Политические взгляды Грибоедова можно было бы оценить как такой патриотический либерализм. Дорогие друзья, добрый день. Среди ваших писем, приходящих на телевидение, на сайт «Лектория Достоевский», на каналы, размещенные в социальных сетях, среди ваших писем, комментариев много просьб рассказать о великих деятелях культуры XIX века. Сразу оговорюсь, этого делать мы не будем. Не будет рассказов о Пушкине, Лермонтове, не будет ничего про Льва Николаевича Толстого, Тургенева, Достоевского. Дело в том, что, во-первых, я в этом деле не специалист. Это литературоведение, сложная и очень интересная профессия. Во-вторых, как бы я лично не любил, не ценил, не перечитывал этих авторов, есть много специалистов, которые сделают это гораздо лучше, чем ваш покорный слуга. Плюс мы все это проходим в школе довольно подробно, в высших учебных заведениях. А я пытаюсь в наших рассказах о русской истории говорить о том, что стоит за рамками школьной программы, на что мы порой не обращаем внимания, а что мне лично представляется довольно интересным, без чего понять логику исторического процесса тяжело. Но сегодня мы сделаем небольшое исключение. Вот совсем небольшое. Тема нашей сегодняшней встречи – Александр Сергеевич Грибоедов, которого все мы знаем как автора литературного произведения, которое проходит в школе, которое известно каждому, но мы не будем разбирать «Бессмертное горе от ума», вспоминать Фамусова, его дочь, служанку, Молчалина, Чацкого. Ничего этого не будет. Мы будем говорить о Грибоедове не столько как о литераторе, сколько как о человеке своего времени. Человеке невероятно ярком, в ком вот как в каком-то кристалле собралось и отобразилась переломная эпоха рубежа XVIII-XIX века. Слом поколения, другой взгляд на жизнь, изменение мировоззрения. Мы будем говорить о Грибоедове как о образованном юноше, который записался добровольцем на фронт в 17 лет. Мы будем говорить о Грибоедове как о модном молодом человеке, театрале, литераторе, дуэлянте, бритере, хулигане. Мы будем говорить о Грибоедове как о государственном служащем, как о дипломате успешном, оставившем свой след в истории России. Но самое главное, мы будем говорить о времени и о тех моментах этого времени, о которых, может быть, вы знаете чуть меньше, потому что про это в школе не рассказывают. Итак, «Горе от ума» далеко не единственное произведение Александра Грибоедова. Более того, далеко не первое, но последнее. При жизни оно было в самиздате, оно было запрещено для постановки на сцене, расходилось в списках. На самом деле Грибоедов – человек-загадка. Начнем с того, что мы не знаем, как он выглядел. Конечно, портрет Грибоедова классический, кистью художника Крамского, находится почти в каждой школе, в кабинете литературы. Портрет написан через 40 лет после смерти Грибоедова. Есть несколько прижизненных изображений, все они друг на друга не очень похожи.
Более того, мы не знаем точно, когда Грибоедов родился. Исходим, как из Багратионом, из условной даты, 1795 год. На самом деле, это дата, которую указывала мать Грибоедова. Сам Грибоедов, когда оформлялся на работу в Министерство иностранных дел, писал автобиографии различные, в общем, в разных источниках указывал другой год своего рождения. А иногда даже разные года своего рождения. Он точно не младше, чем 1795 год. Но вполне возможно, что на несколько лет старше. Почему? Мы об этом еще поговорим отдельно. Как выглядел Грибоедов по описаниям? Невысокого роста, в очках, у него было плохое зрение. Сколько было диоптрий, мы не знаем, но без очков он видел совсем плохо. Мог не узнавать людей. Тогда не было диоптрий. Шлифовали очки приблизительно на глаз по толщине линзы. И по мере ухудшения либо улучшения зрения очки просто меняли. Грибоедов без очков обходиться не мог. Вот этот его чуб, такой а-ля стиляги, фильм, который мы видим на классическом портрете, вот этот чуб тоже только по устному описанию. Был, не был, неизвестно. На портрете он такой франт, но опять, это все догадки художника. Грибоедов родился, будем исходить из того, что в 1795 году в дворянской семье. Семья, мать и отец – это мезальянс, неравный брак. И вообще редкий случай, но Грибоедов фамилия по отцу, но девичья фамилия матери тоже Грибоедов. Представляете, не Иванов, Петров, а Грибоедов и Грибоедов. Редкое совпадение. При этом они совсем не родственники, совсем. Мать Грибоедова – столбовая дворянка. Как было написано в рукописях, в документах, в смутное время предок Грибоедова, некто Михаил, многое храбрости и кровопролития и службу показал, и на воровскую прелесть, и смуту, на которую не покусился. В общем, за что получил от первого Романова вотчину в Вяземском уезде, нынешняя Смоленская область, село Хмелита. Там сейчас известный федеральный музей Грибоедова. Да, что такое столбовые дворяне? Помним по Пушкину с вами, про рыбака и рыбку. Хочу быть дворянкой столбовой. Столбовые дворяне – это почти бояре. Это те дворяне, которые упомянуты в так называемых столбцах. Столбцы – документы до Петровской эпохи. Они были не такой ширины, как А4, немного поуже. И запись вели на этих бумагах в столбец. Обычно в 2 столбца на таком зауженном листе бумаги. Но самое главное, после этого следующий лист прикрепляли не вот так как сейчас, в тетрадях, как принято, переворачивался, а прикрепляли внизу. Обычно приклеивали, иногда были еще специальные скрепы. И потом эти листы соответствующим образом сворачивали в грамоту, перевязывали, если требуется, скрепляли печатью и хранили в специальных коробочках. Иногда эти коробочки были довольно красивыми, железные, с узорами. Если это важная коробочка в архиве, какой-нибудь мирный договор или законодательный акт. Если дворянин упомянут в этих столбцах до Петровских, то, соответственно, это столбовой дворянин. Упоминания могли быть самого разного рода. Например, бумаги о пожаловании тем-то либо тем-то дворянам поместья. То есть, как своего рода свидетельство о временном праве собственности, скажем так, корректно. Или просто перечень этих дворянских фамилий с указанием их каких-то особых заслуг, воинских подвигов, награждений, опять же, пожалований и прочее. Дворянин из столбцов до Петровских – это столбовой дворянин, старая фамилия. Конечно, столбовой дворянин отличался от другого, нового дворянства. Это был вопрос не материальный, то есть никаких материальных привилегий не было. Это был вопрос гордости. Столбовые дворяне гордились. Столбовой род Грибоедова происходил еще от смутного времени. Специально подробно это вам рассказываю, чтобы вы понимали флер времени. Что такое служилый дворянин? Возьмем пример деда Грибоедова. Дед Грибоедова обычно солдат. Видимо, либо из каких-то городских низов, может быть, даже и из крестьян. Солдат. Попал на службу в первый Петровский Преображенский полк. И дальше боевой выслугой дослужился до офицера. А при Петре уже прапорщик дает личное и потомственное дворянство. К концу своей жизни бывший солдат Грибоедов имел уже 170 крепостных душ. Ни много ни мало. То есть еще и разбогател на службе. Что касается даты рождения Грибоедова, я вам сказал, что дата точно неизвестна. Почему? Первый вариант: Грибоедов прибавлял себе возраст в документах, чтобы не казаться зеленым юнцом и претендовать на более высокие должности. Дело житейское, так часто бывает. Чистая психология. Есть другая версия с подоплекой. Мол, Грибоедов действительно был рожден то ли на год, то ли на 2, то ли на 3 года раньше. И отцом его был какой-то знатный вельможа. И отец Грибоедова из неродовитого нового дворянства закрыл глаза на то, что его жена с незаконным ребенком записала ребенка на себя ради выгодной партии, а может быть ради любви.
Ну, конечно, мы могли бы попытаться какой-то сложный генетический анализ, выясняя, был ли Грибоедов Грибоедовым по отцу, но, собственно, кому это нужно? Какая разница? Нам же важен человек, а не гены. Об образовании. Вот я в самом начале сказал, что Грибоедов по тем временам, первая треть 19 века, очень образованный молодой человек. Честно говоря, дворяне-то особо книжек не читали, наукам-то сильно не учились. Ну, хорошо бы знать иностранный язык французский, возможность порассуждать о том о сём непринужденно. Ну, естественно, грамота, основы математики. То есть то, что давало домашнее образование. Я не имею в виду элиту, князей, которые получали изысканное образование с иностранными преподавателями. В целом, наука – это не дворянское дело. И вот Грибоедов как раз относится уже к тому поколению перелома 18-19 века, когда дворянин, если может себе позволить, должен отличаться не только осанкой, воинскими умениями, гордым взглядом, но и образованностью. Поэтому с самого начала они живут в Москве. Родители поссорились, отец жил где-то там в поместье сельском, мама жила в Москве вместе с сыном. Мама сразу нанимает ему гувернеров, преподавателей музыки, его учат играть на фортепиано и на арфе. По нынешним временам редкость для мальчиков, но вот и на арфе умел играть Грибоедов. Изучает иностранные языки, а потом в возрасте, опять же мы не знаем точно, ну скажем так, от 7, очевидно, до 10 лет его отдают в пансион при Московском университете. После этого пансиона прямая дорога, собственно, в Московский университет, где обучение тогда не 5-6 лет, как сегодня, а 2-3 года. Хочется сказать МГУ, но еще без буквы «Г» посередине. Грибоедов – книгачей. Гёте, Шиллер, Шекспир, французская литература. Фауста читать может часами наизусть. Блестящая совершенно память. Заканчивает университет по факультету словесности. Это общегуманитарное классическое образование. Что дает диплом Московского университета? Сразу возможность устроиться на работу в повышенном чине. Диплом Московского университета – это сразу чин 12 класса, губернский секретарь. По армейским понятиям это поручик. Делаешь такой карьерный прыжок. Грибоедов владел к этому моменту 6 языками иностранными. Английский, французский, немецкий, итальянский, латынь. И чуть позже выучит греческий еще. А затем, уже работая позже в Министерстве иностранных дел, он освоит греческий современный, армянский, арабский, турецкий и персидский. Финиш отдыхает совсем. Чиновник МИДа с 10 иностранными языками. При этом мы должны понимать уровень погружения. На персидском он и писал, и говорил. На французском он говорил лучше, чем на русском. Его просто не отличали от француза. Редкость для дворянства того времени. Настоящий полиглот. Прежде чем будем говорить о работе Грибоедова, немного о деньгах. Деньги – это важно всегда. Какой материальный достаток семьи Грибоедовых? Казалось бы, там столбовое дворянство по маме, папа майор. На самом деле это не очень богатое дворянство. Это скорее средний класс. Для того, чтобы жить в Москве так, как хотела жить мама, свой дом, гувернеры, учителя, репетиторы, сын в университете, экипаж иметь, ездить, то есть автомобиль с водителем, желательно пару водителей, их надо менять, прислуга, дом. По дворянским меркам того времени требовалось 5-6 тысяч рублей в год. То есть примерно 500 рублей в месяц. Запомните эту цифру. 500 рублей в месяц – это уровень жизни, содержания среднедворянской семьи, проживающей в Москве. Понятно, что в Петербурге это будет еще дороже. В глуши в Саратове это будет существенно дешевле. Но финансовое положение семьи Грибоедовых, оно, как бы выражаясь современным языком, нестабильное. У них есть несколько поместья, но это либо совсем крошечные какие-то деревеньки, либо поместья, находящиеся в совместном владении с другими помещиками. То есть такой институт тоже раньше был. Несколько человек владели одной небольшой деревней и как-то делили с нее доход. Потом мать получит наследство от брата, другого столбового дворянина, и наконец-то обретет свой собственный дом в Москве. Он сгорит в пожаре 812 года, но будет свой хороший деревянный дом в центре Москвы. Ну и еще получит кое-какие имения. Вот на эти средства будет семью кормить. Однако все равно денег не хватало. И поэтому семья Грибоедовых по ходу дела имущество не приобретала, чтобы поддержать вот этот уровень жизни и потребность в образовании, а продавала. В 1809 году записанные, кстати, на Александра Грибоедова, подростка, 2 деревни. Далее, когда умирает отец умер весь в долгах, долгов было больше, чем имущество,
И у него была тоже деревня, находившаяся в закладе, в залоге у банка. При этом сумма оценки этого имения, если его продать, была существенно меньше, чем объем долгов. Что решила мама вместе уже с молодым Сашей Грибоедовым? Они всю эту деревню вместе с долгами записали на сестру Грибоедова. Почему на сестру? Потому что иначе нельзя. Иначе бесприданница. Помните классику? Кто тебя замуж возьмет? Хорошая дворянская партия не составится. Надо, чтобы у невесты было какое-то приданное, не подушки, это же не купеческая семья, не пуховики, не мебель, имение, недвижимость. Пусть и обремененная долгами. С долгами потом муж как-нибудь пусть разбирается. Во время войны 812-13 годов семья Грибоедовых отдавала своих крепостных в ополчение. Почему? За это правительство платило. А также, как это не звучит дико, но продавала. Продавала крестьян как дворовых. Продать крестьянина с землей было сложно, и невыгодно, и временами запрещено законодательством. Поэтому крестьянина приписывали ко двору, как слугу, иногда даже вместе с детьми, и дальше продавали его как дворового безземельного. Это называлось продажа на вывоз. Крестьянин переезжал к новому хозяину в другое имение, и дальше там чем-то занимался, мог служить при дворе, при доме, а мог и получить земельный участок, если свободная земля у нового хозяина была. Так и записано, что некий генерал из Вологды купил у Грибоедовых дворовых людей Григория, 35 лет, Степана, 41 года, с сыном 12 лет. Сына имя в документах не упоминали. Это еще не мужская душа взрослая. Хорошо, хоть не разлучили с отцом. 812 год, война. Грибоедов заканчивает только университет и поступает добровольцем, корнетом в гусарский полк. Нижний чин, как прапорщик в армии. Кстати, интересно, как принимали добровольцев. Процитирую документ той поры. Брали просто лето от 20 до 45, возрастные рамки. Не затрудняясь, впрочем, если несколько старее или моложе. Лишь бы представлены воины был не урод и не Карло. Грибоедов подошел под все эти категории. Грибоедов записывается добровольцем в армию, но повоевать он не смог. Он как-то сразу чем-то тяжелым заболел. И пока лечился, армия ушла на запад. По окончании войны Грибоедов служит в каком-то захолустье. В гусарах, не очень ему это нравится. Зарплата Грибоедова, как младшего офицера, 140 рублей в год. Несложно посчитать, меньше 15 рублей в месяц. С таким жалованием, даже если добавить к этому кормовые, премиальные какие-то, прочее, с таким жалованием лет 200 ты будешь освобождать от долгов отеческую деревеньку. Потом Грибоедов, когда перейдет на службу в коллегию иностранных дел, в МИД, то получит повышение в соответствии со своим университетским дипломом до губернского секретаря, до 12 класса. Но это повышение в должности, в ранге, в чине, но не в зарплате, потому что гражданские служащие получали меньше, чем военные. Соответственно, сколько там получал губернский секретарь? 200 рублей в год, может быть. Правда, здесь пригодились знания, и поэтому я всегда призываю всех молодых людей и девушек как можно лучше учиться и учить иностранные языки. Чем больше вы их выучите, пока молодые, тем легче вам и интереснее будет жить. Узнав в МИДе, сколько языков знает и на каком уровне Грибоедов, его моментально назначают переводчиком. А вот у переводчиков совсем другие оклады. Переводчик первой категории получал в МИДе 1500 рублей в год. Это в 10 раз больше, чем гусарский корнет. Учитесь. Далее Грибоедов работает по дипломатической линии. Это еще выше жалования. Тогда ситуация была примерно такая же, как в современном Министерстве иностранных дел. То есть за границей дипломат получал существенно выше, чем работая в центральном аппарате. Причем выше настолько, что, например, наш посол в Вене получал зарплату, я говорю зарплату по-современному, конечно, жалование, да, в несколько раз выше, чем министр иностранных дел. Даже если он был бы действительным тайным советником и канцлером. Неважно. Соответственно, как и сегодня, работать на западном направлении, в Европе, было доходнее и престижнее, чем на восточном. Все рвались в Париж, Вену, Рим, Берлин. Работать в Азии никто не хотел. Грибоедов, поскольку человек карьерно амбициозный, но не настолько знатный, пошел в МИДе работать по восточной части. Там легче продвинуться. Кавказское направление, Персия, Иран.
Кстати, вот я помню, когда я поступал в советские еще годы в Московский институт международных отношений, там дипломатический факультет, который назывался факультетом международных отношений, делился на два отделения. Международные отношения западные страны и МО-Восток. МО-Восток учиться тяжелее, а поступить легче. Потому что потом будешь работать после МО-Восток. Африка, Азия, а МО-Запад, Европа и Америка. МО-Запад – это самые блатные. Ну, либо самые умные. Только став уже ближе к концу своей жизни послом, наконец-то Грибоедов решает все свои материальные проблемы. Даже за подписание, тогда он еще не был в ранге посла, за подписание Туркманчайского договора, очень выгодного для России, ему был пожалован сразу чин, через несколько ступеней вверх, статского советника. Статский советник – это 5 класс. Это выше, чем армейский полковник. Сразу премиальные 4000 рублей. В империи всегда умели награждать. Ну, естественно, и орден Святой Анны с бриллиантами. Летом 15 года он берет очередной отпуск, приезжает в Петербург, и вот там неожиданно оказывается в литературно-театральной тусовке, как бы сейчас сказали. Знакомится с популярным драматургом. Важно не то, что он популярный драматург, а важно то, что он еще и с административным ресурсом чиновник. Член дирекции императорских театров Шаховской. Помните у Пушкина в Евгении Онегине? Здесь вывел колки Шаховской своих комедий «Шумный рой». Ну так вот, выводящий «Шумный рой» комедии Шаховской подружился с Грибоедовым, видел в нем талант и предложил ему сначала перевести какую-то французскую пьесу. Потом они вместе несколько пьес написали в той либо иной степени соавторства. Потом Грибоедов сам что-то писал, либо адаптировал. В итоге, во-первых, заработал денег. За это платили неплохо. А во-вторых, приятно, литературный успех. И он решает уволиться из армии и пожить какое-то время такой светской жизнью в Петербурге. Слава богу, деньги есть, а ему-то всего на этот момент 20 с небольшим лет. Отметился богемным, слегка хулиганским образом жизни. Известен случай, как Грибоедов как-то на спор въехал на бал на лошади. Такое гусарство. Ну и в конце концов, в возрасте, который мы точно не знаем, 22+, он решает все-таки поступить на гражданскую службу, потому что, скажем так, творческие амбиции очень сопрягаются с амбициями карьерными. Вот он поступает в самое престижное место, куда можно устроиться, в Министерство иностранных дел. 1817 год. И сразу же попадает в дурную компанию золотой молодежи. Предводительствует в этой компании некто Александр Заводовский. Александр Заводовский парень непростой. Это сын министра народного просвещения Александровского, бывшего фаворита Екатерины, богатого человека, весьма толкового, прогрессивного. Ну вот сын пошел не в отца. Состояние отца усердно проматывал, жил на широкую ногу в роскошной квартире на Невском проспекте, вместе с Грибоедовым дал ему комнатку. И вот они гуляли. Догулялись до шумно известной в то время скандальной так называемой четверной дуэли. Что такое четверная дуэль? Когда дерутся не 2 человека, а сразу 4 парами. Так бывало. Помните, вот если кто читал, смотрел кино, хороший сериал, рекомендую, старый, «Графиня де Монсоро». Там шестерная дуэль. Там сразу 6 французских дворян одномоментно бьются на шпагах. При этом тот, кто выживает, должен присоединиться к своей партии, супротив оставшихся в живых противников. К тому моменту, вообще-то, дуэли в Европе уже давно вышли из моды, а вот в России наоборот. Хотя формально были запрещены. В начале XIX века драться предпочитали на пистолетах. Вот известно, что у Пушкина было 29 дуэлей. Известный дуэлянт. Дуэль – это был вопрос чести. Важно было послать вызов, важно было принять вызов, важно было явиться на место дуэли, важно было не показать слабость. Вот из 29 пушкинских дуэлей до реальной стрельбы на поражение, как бы сейчас сказали, дошло только 3. Остальные как-то были урегулированы до первого выстрела. К сожалению, 3-я дуэль Пушкина стала смертельной. Но многие дуэлянты были отчаянными бритерами, хотя, можно сказать, и убийцами. Самый знаменитый из тех дуэлянтов того времени Федор Толстой по кличке Американец. Только подтвержденных 11 дуэлей, на которых он убил своих противников. Как стрелялись? От барьеров на 10 шагах. Означало следующее. Ставились барьера 2. Это могли быть воткнутые в землю палки с лентами, либо еще какие-то препятствия. Отмерялось между ними расстояние. 10 шагов. Шагались специально широко, чтобы расстояние между барьерами было побольше. Но я думаю, что это где-то 8 метров всего-навсего. Далее еще на определенном расстоянии от этих барьеров ставились дуэлянты. Как правило, если это, например, стрельба на 10 шагах, то еще плюс 10 шагов с каждой стороны.
Итого получается расстояние максимум метров 20-25. Команда секундантов, сходитесь. Вот такие, я уже как-то показывал, подобного типа дуэльные пистолеты, 1,5 килограмма весом, однозарядные, пуля свинцовая, либо специальный сплав, почти 1,5 сантиметра в диаметре. Страшное ранение, если попадешь. С такими заряженными пистолетами противники сходились. Выстрелить можно было в любой момент. Можно было вообще не идти, бить с расстояния. Можно было подойти к барьеру, нельзя было подойти ближе. Точность оружия невелика. Как мы с вами понимаем, с 25 метров попасть очень сложно. Но зато потом, подойдя к барьеру, это уже убийство. Единственное спасение – осечка. Осечка была примерно каждый 10-й, иногда чаще выстрел. Вот осечка засчитывалась за выстрел, честь удовлетворена, жизнь спасена. Иногда стреляли в сторону, стреляли в воздух. Теоретически дуэль могла проходить и на шпагах, либо на саблях, но тогда дворяне владели холодным оружием хорошо. Такой поединок, во-первых, мог затянуться на долгое время, иногда даже на несколько часов. А во-вторых, сабля уже, если вынута из ножен, пролита первая кровь, такую дуэль не остановить. Вообще-то противники могли выбрать любой вид оружия. Однажды Пушкин повздорил с каким-то французским дворянином, и право выбора оружия было у того, кого вызывают на дуэль. Пушкин вызвал этого француза, дело было, по-моему, в Молдавии. И дворянин выбрал ружье армейское. Это было столь экзотично, и так всех насмешило, включая секундантов, что Пушкин расхохотался, оценил, значит, этот юмор. Ну, видимо, сам вызов был не слишком обидным. Они обнялись, друг друга простили, и дуэль на этом счастливо разрешилась. Виды дуэли были какие? Классические, подвижные с барьерами, когда сходятся, так стрелялся Пушкин с Дантесом, так стрелялся Лермонтов с Мартыновым. Второй тип дуэли, так называемый пистолет к пистолету, пистолет к лбу, либо дуло в лоб. Это очень короткое расстояние между барьерами, буквально 5-8 шагов. Иногда заряжался только один пистолет, то есть была своего рода жеребьевка. Иногда право выстрела разыгрывалось по жребию. Иногда стреляли кто как хочет. Можно одновременно, можно вот как у тебя нервы сдадут. А иногда строго по очереди. Вот я плохо помню, мне кажется, что герои нашего времени как раз Печорин и Грушницкий стрелялись по очереди. Был еще совсем экзотический вид дуэли, назывался «через платок». Я много раз читал его описание, но, честно говоря, не знаю конкретных известных случаев такой дуэли. Платок, все-таки не носовой платок современный, он такой длинный, вот такой приблизительно. Ну, будем считать максимум в метр. В левую руку край этого платка берет один дуэлянт, второй дуэлянт берет противоположный край в свою левую руку, они отворачиваются с пистолетами, ну, соответственно, расстояние между ними получается 3 руки, а потом по команде поворачиваются и стреляют. Довольно оригинальный способ взаимного самоубийства. Была еще русская рулетка, или американка еще ее называли иногда. Это такая большая редкость на любителей. Заряжались пистолеты по одному патрону. И дальше какая-то роща, маленький лесок. С двух сторон на значительном расстоянии они не видят друг друга. Стоят секунданты с дуэлянтами. И потом по команде, по крику их отпускают. И они идут в лесу и сближаются друг с другом, то есть в условиях реальных боевых действий, ищут друг друга и стреляются. То есть вот такой лесной пейнтбол, с той лишь разницей, что у тебя совсем не шарик из краски. Риски совершенно другие. По законам, установленным еще Петром I, все было очень жестко. Повешение и тех, кто выжил, причем и дуэлянтов, и секундантов, и мертвых. Закон был принят, но на практике после смерти Петра никогда не применялся. Потом был манифест Екатерины II о поединках. Дуэлянты подлежали дворянскому, это не общий суд, дворянскому суду. Суд внимательно разбирался, какие были мотивы дуэли, кто прав, кто виноват, в какой степени вообще дуэль была обусловлена уровнем оскорбления, конфликта между этими дворянами. И далее решение дворянского суда утверждалось императором. Обычное наказание – заключение в крепость ненадолго, до года, или разжалование в солдаты, иногда в солдаты на всю жизнь без права выслуги. Для гвардейца перевод куда-то в захолустье без повышения в звании, ну, либо совсем на войну, например, на Кавказ. Помним с вами, опять же, «Капитанскую дочку». Швабрин за дуэль переведен из блестящей петербургской гвардии вот в эту вот дыру, крепостишку Оренбургского края. Я специально делаю такие длинные отступы, потому что, еще раз говорю вам, дорогие друзья, я ведь не о Грибоедове писателе и поэте. Я о времени, о тех моментах, которые могут быть вам чем-то любопытны. От дуэлей перейдем к другой, важной части дворянской жизни той поры, к балету. Тем более, что они, как покажет нам жизнь, часто друг с другом соприкасались. Тогда в театральном Петербурге взошла звезда юной балерины Истоминой.
И вдруг прыжок, и вдруг летит, как пух из уст Эола. Пушкин, Евгений Онегин. Эта девушка Истомина имела возлюбленного, некого кавалергарда, известной фамилии, фамилию называть вам не буду, чтобы отчаянной глупостью данного кавалергарда древний знатный род не позорить. И вот она с ним поссорилась, находилась во временной разлуке. После очередного спектакля за кулисами пришел Грибоедов и пригласил Истомину, как было сказано потом, на чашку чая вечером. Это не что-то такое отчаянно неприличное. Балерина согласилась, недолго думала, поехала пить чай к Грибоедову. Но Грибоедов-то жил у того самого Кутилы Заводовского. И там как-то чай перешел в кофе в шампанское. И дальше темная история. Выяснилось, что Заводовский тайный поклонник этой балерины. Стал засыпать ее совсем уже неприличными предложениями. Не хочется пересказывать светские сплетни, но известно, что она там танцевала для них, и не только на столе. И, говорят, танцевала полностью неглиже. Так либо иначе прожила у Заводовского на квартире, уже без Грибоедова. Грибоедов деликатно их покинул. Прожила у Заводовского 2 дня. Когда об этом узнал оскорбленный кавалергард, он вызывает Заводовского на дуэль. У кавалергарда 2 секунданта. Оба на слуху для нас. Такой же бритер и хулиган, как, собственно, вся эта молодая компания. Вот Вениамин Каверин, который 2 капитана, да? Вот Вениамин Каверин – это псевдоним. Он взял псевдоним как раз по фамилии романтичного героя, того самого Корнета Каверина, знаменитого гвардейца, дуэлянта той поры. Так вот, один Каверин, а второй Якубович. И вот тут нашла коса на камень. Дело в том, что Якубович давно знаком с Грибоедовым и находится с ним чуть ли не со времен Московского университета в очень таких неприятельских отношениях. В процессе договоренности об условиях дуэли они окончательно ссорятся и решают драться параллельно, одновременно с основными дуэлянтами. То есть будет четверная дуэль. Далее все как в кино. К барьеру кавалергард, его аж трясет от ревнивого бешенства, стреляет сразу, не делая первого шага, промахивается. Пуля оторвала воротник сюртука Заводовского. Чуть-чуть, сантиметр спас его. Заводовский, негодник, подождал, пока соперник подойдет к барьеру вплотную. Сам подошел, дрались на коротком расстоянии 6 шагов. И выстрелил в упор Корнету прямо в живот. Грибоедов и Якубович, увидев этот ужас, стреляться не стали, договорились дуэль провести в следующий день, продолжить. Повезли кавалергарда к врачу. Он, естественно, вскоре скончался. Дальше странная история. Отец этого кавалергарда, представитель прославленной древней фамилии, даже пошел на прием к государю-императору Александру с просьбой не наказывать Заводовского. Он сказал, что его сын идиот, стал стреляться из-за какой-то танцорки и сам виноват в своей смерти. Заводовского простили. Якубовича отправили на Кавказ из гвардии. Грибоедова вызвали к министру иностранных дел и сообщили о назначении в дипломатическую миссию в Персию. По сути, та же самая ссылка на восток, на Кавказ. Кстати, прорабатывался еще один вариант. Хотели отправить еще дальше. В только-только создающееся посольство в Соединенных Штатах Америки. Но это было далеко, до дома не добраться никак, билет в один конец. Ну и вообще США тогда страшная периферия цивилизованного мира, поэтому Грибоедов предпочел все-таки выбрать Кавказ и Персию. Хоть опасно, но, по крайней мере, будешь в Петербург иногда ездить с докладами, депешами. На Кавказе он попадает в подчинение Ермолова. Так получалось, что он, как чиновник Министерства иностранных дел, был в оперативном подчинении генерал-губернатора и кавказского наместника Ермолова. Ермолов блестящий военачальник, он Грибоедова просто очаровал. Но в ставке Ермолова он сталкивается с Якубовичем, лицом к лицу сосланным. И тут же на месте они решают стреляться, прямо в квартире. Слава богу, как-то секунданты уговорили дуэль перенести хотя бы на свежий воздух, чтобы там было хоть какое-то расстояние между стреляющимися. Секундантом Якубовича был некто Муравьев. Это будущий Муравьев-Карский. Кстати, тоже член тайного общества. Но спустя несколько десятилетий сам наместник на Кавказе. Прославленный генерал, который будет занимать то самое место, которое занимал в тот момент Ермолов. Поехали за город. Якубович также выстрелил первым. Пуля оторвала Грибоедову мизинец на левой руке. После этого Грибоедов до смерти носил специальную накладку. И, кстати, как-то умудрился даже восстановить навык игры на фортепиано. Грибоедов не воспользовался правом и вызвать к барьеру
Якубовича выстрелить в упор, также выстрелил с расстояния, но промахнулся. Кстати сказать, историки считают, что он сделал это сознательно, потому что он видел, что Якубович стреляет вниз, целится ему в ногу. То есть Якубович все-таки не хотел его убивать, он стрелял ему в ногу, попал в мизинец. Поэтому Грибоедов проявил встречное благородство, тоже выстрелил с расстояния. Во время той первой поездки на Кавказ Грибоедов несколько раз ездил с дипломатическими миссиями. Довольно успешными, Ермолов их оценил. В основном переговоры ведутся с наследным принцем персидским, потому что сам шах очень далек от политики. Шах живет в Тегеране, у него немыслимое число наложниц. Говорили, что по 1000, плюс еще, по-моему, 150-160 официальных жен в гареме. В общем, с таким хозяйством шаху не до суетных политических вопросов. Фактически государством персидским руководит его наследный принц. Там же, на Кавказе, Грибоедов начинает работать над пьесой «Горе от ума», законченную но чуть позже, в отпуске, находясь в имении своего друга. Есть масса исторических анекдотов, связанных с тем, как рождалось «Горе от ума». Ну, например, самый известный из них, что Грибоедов не писал набело, каждое слово вычищал, у него была масса черновиков. На каком-то этапе в имении просто закончилась бумага. Наверное, пьеса так и осталась бы не написанной, потому что возможности писать на работе у него, по большому счету, не было, только в отпуске. Но, к счастью, Грибоедов отправил слугу куда-то в соседнее городишко. Тот привез ему желтую, такую не очень качественную бумагу, но много. В общем, качество бумаги на качество пьесы никак не повлияло. Слава богу, удалось тогда ее на месте в отпуске закончить. Не могу, говоря о Грибоедове, о том времени, не рассказать еще и о его увлечении музыки. Он был совершенно блестящим импровизатором. Выражаясь современным языком, наверное, стал бы выдающимся джазменом. Блестяще импровизировал на фортепиано. Сочинял. К сожалению, записано было лишь 2 вальса авторства Грибоедова, в том числе и вальс «Ми минор», который считается первым русским вальсом, дошедшим до наших дней. Были и другие серьезные музыкальные произведения, наиболее упоминаемая большая фортепианная соната, но, к сожалению, не сохранилась до сегодняшнего дня. Комедия Грибоедова распространяется в списках. Это считается едкой сатирой. Она очень модная. Ее читают вслух в салонах, ее переписывают от руки декабристы будущие. Но о публикации, тем более о постановке в театре, даже речи идти не может. К слову, коль мы помянули декабристов, сразу эту тему отметим. Грибоедов состоял в целом ряде тайных обществ. Но это были не декабристские тайные общества. Главным образом это были или масонские ложи. Находиться в них было модно, интересно. Круг общения соответствующий. Но там в основном обсуждались вопросы постепенного реформирования, поддержки друг друга по службе, образовательные вопросы. Грибоедов был поклонником идеи просвещения в России, поддерживал ланкастерскую систему взаимных обучений. Помните, по «Горю от ума»? Всячески эту систему пропагандировал. Благодаря ней в английской армии удалось добиться почти поголовной грамотности солдат. И вот он считал, что члены этих тайных обществ, масонских лож, должны, не покладая рук, обучать своих дворовых, слуг, ну и, конечно, военные обучать солдат и унтер-офицеров. Когда случилось восстание декабристов, Грибоедов находился на Кавказе. Показания о принадлежности Грибоедова к Северному обществу дали Трубецкой и Оболенский. Несколько месяцев просидел Грибоедов, правда, не в Петропавловской крепости, как преступник. Его, в конце концов, отпустили с так называемым очистительным аттестатом, то есть без малейших претензий. И вскоре после этого он снова уезжает на Кавказ. Там меняется начальник. Вместо Ермолова приходит очень близкий Николаю человек, генерал Паскевич, прославленный военачальник и выдающийся администратор. Мне часто приходят от вас вопросы с просьбой рассказать обо всех полных кавалерах офицерского Георгия. Кое о ком из них я вам рассказывал. Кутузов, Суворов, еще Барклай де Толли, Дибич и Паскевич. Все, у нас наградами не разбрасывались. Полный кавалер Святого Георгия – это, наверное, как 4-жды герой Советского Союза, которых у нас было 2. Паскевич, во-первых, дальний родственник Грибоедова. Они знакомы по-семейному. Но самое главное, он очень ценил своего помощника по дипломатической части, молодого дипломата. Он нуждался в совете Грибоедова. Роль и статус его в этот момент на Кавказе даже выросли. Грибоедов разрабатывает разные проекты, самые интересные из которых, жалко, он не был реализован, проект экономического развития Закавказья. Грибоедов предлагал по образцу Ост-Индийской компании, по образцу русско-американской компании акционерного общества создать еще одну такую
акционерную компанию российскую закавказскую, которая занималась бы экономикой Кавказа, экспортом фруктов, сельским хозяйством. Жалко, что этот проект не был реализован. Почему Кавказ очень опасное место для службы? Потому что это перманентная зона боевых действий. Причем боевые действия идут как с местными горцами, плюс периодически возникает конфликт вооруженный с Турцией. И с начала XIX века и уже много лет длительное, тянущееся с перерывами противостояние России и Ирана. 3 перманентных, незатихающих, по сути, войны. Грибоедову достается важная миссия договориться об окончательных мирных условиях с Персией. Хотя бы один из этих 3 фронтов закрыть. И он сделал это блестяще. Он возглавлял нашу переговорную группу. Грибоедов умелый переговорщик. Ему было, конечно, вести переговоры политически комфортно, потому что это была победная война для России. Россия побеждала Персию фактически на всех фронтах. Она ее теснила. Она заняла значительную часть бывшей персидской территории на Кавказе и около Кавказа. Но, тем не менее, Паскевич подписывает от имени Российской империи Туркманчайский мирный договор. Договор, которого не хотел никто, кроме России и Персии. Категорически против этого договора была Турция. Ей было важно, чтобы Россия воевала на 2 внешних фронта. Естественно, против этого договора были кавказские мятежники. Они влияли на это в меньшей степени, но тем не менее. Но самое главное, против этого договора категорически была Британия. Потому что уже начиналась большая игра, уже шло масштабное проникновение Британии из Индии, Пакистана современного в сторону Средней Азии. Британия была максимально заинтересована в ослаблении России и в пролонгации русско-персидского и русско-турецкого конфликтов. Фактически вся иранская, персидская армия той поры напичкана британским оружием, поставляемым на самых льготных основаниях. У каждого иранского командира рядом советник британский офицер. То есть, по сути, Россия воевала с Британией через персов. Тем не менее, Россия побеждает, и мир на очень выгодных для России условиях заключается посольством Грибоедова. Россия получила большие территории. Ереванское, Ереван, и Нахичеванское ханство. Огромную контрибуцию, 20 миллионов рублей серебром. Это немыслимые деньги по тем меркам. Разрешение на беспрепятственную иммиграцию армян со всем своим движимым имуществом в исторические армянские земли. То есть тогда началось массовое переселение армян с территории Персии на ту часть Армении, которую контролировала Россия. Переезжали десятки тысяч армян. Они станут очень верными подданными империи. Кстати сказать, это была последняя русско-персидская война в истории. Более того, в дальнейшем и вплоть до сегодняшнего дня, с той поры уже прошло 200 лет, Персия исторически государство, находящееся с нами в вполне дружеских, корректных, а иногда и союзнических отношениях. Грибоедов с подписанным трактатом мирным триумфально приезжает в Петербург. Он награжден, его приветствуют в обществе. Звучат некоторые тревожные звоночки, например, как-то вместе с Пушкиным и друзьями, опять же, это узкий круг, это одна и та же компания. Они гуляют по Кронштадту и случайно встречают там английского дипломата, который, естественно, деликатно и вежливо поздравляет Александра Сергеевича Грибоедова с блестящим завершением мирных переговоров, с оценкой императором, с повышением в должности. Грибоедов после заключения этого мира назначается уже послом, чрезвычайным и полномочным посланником империи в Тегеране. Но говорит ему: опасайтесь, друг мой, опасайтесь, этого мира вам не простят. Кто не простит? Дипломат улыбается. 2 января 1829 года в Тегеране были вручены верительные грамоты, но послом Грибоедов проработал всего лишь около месяца. Через месяц разъяренная толпа, вооруженная толпа, среди которых находилось много профессиональных воинов, разгромила русское посольство. Отношение к русским было враждебное. Условия Туркманчайского договора, понятно, были болезненны для проигравшей войну Персии. И внешне все это выглядело как стихийный бунт. Но на самом деле это было не так. Акция готовилась. Во всех частях города муллы проповедовали, что русскими поругана вера, неверные
оскорбили шаха, оскорбляют Аллаха и прочее, прочее. Звучал призыв мести, в том числе от высшего духовного лица в Тегеране. Тогда еще не использовали термин «аятолла», он появится позже. Ну, давайте, не буду забивать вам терминами голову. Аятолла того времени, по сути, призывал к войне с русскими и к наказанию русских послов. Во время налета на посольство погибли почти все сотрудники посольства, весь казачий конвой охраны, слуги. Выжил только один человек. Он проживал не в посольстве, его там как-то спрятали. Дальше по разным воспоминаниям. То ли он залез в сундук, его не нашли, то ли его как-то завернули в ковер и поставили в угол. Он в этом ковре простоял несколько часов, пока дом его не очистился от ворвавшихся туда разгоряченных убийц. Грибоедов, отстреливаясь, застрелил 18 нападавших. Я не очень в это верю. Это, собственно, данные из отчета единственно выжившего сотрудника посольства Мальцева. Не знаю, как там из сундука он видел, сколько застрелил Грибоедов. Тогда еще револьверов не было, пистолетов, пулеметов. Но то, что он погиб с оружием в руках, защищаясь, это факт. Это правда. Как написал Пушкин, я не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Сама смерть, постигшая его посреди смелого неравного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного. Она была мгновенна и прекрасна. Что стало причиной этих событий? Есть две версии. Первая – английский след. Исходим из того, кому это выгодно. Выгодно спровоцировать конфликт и будущую новую войну между Персией и Россией было только одной стороне. Англичане вообще ревниво относились к успехам русской политики. И, опять же, их советники были и при персидской армии, и при персидском дворе. Они были самой заинтересованной страной в разрыве всех русско-персидских налаживающихся связей. На полном материальном содержании англичан был ряд высших чиновников и духовных лидеров Ирана, в том числе и тот самый высшее духовное лицо, выражая современным языком, аятолла. Поэтому, если исходить из римского принципа «ищи кому выгодно», выгодно это было англичанам. Косвенно это подтверждает и ряд обстоятельств. Накануне штурма английское посольство опустело. А вот после того, как уже все улеглось, и после того, как они вернулись, в посольстве шумно отмечалось торжество. Вполне в духе англосаксов. Помните, как отмечал Обама убийство Хусейна публично в Ираке? «We got him». Помните, как, коряво цитируя Юлия Цезаря, радовалась Хиллари Клинтон на камеры смерти Муаммара Каддафи? «Мы пришли, мы увидели, он умер. We came, we saw, he died». Вот так вот. Вене види вице. Ну и вообще, почерк узнаваем, потому что за несколько лет до этого была похожая ситуация между Персией и Францией. Был отравлен французский посланник при персидском дворе, некто Ремье. Он прибыл к шаху тогда еще от Наполеона с предложением союза военного, экономического против Англии. Ну, как-то очень незадачливо тут же был отравлен. Была еще одна официальная версия. Грибоедов вел себя заносчиво, вел себя как представитель победившей державы, не проявлял должного уважения к персидским обычаям. Самое главное, укрыл на территории посольства беженцев, армян. Ну ладно, что он укрыл армян, но среди этих армян было две наложницы из гарема шаха, и плюс еще какой-то евнух-армянин. Соответственно, наложницы и евнух – это могли бы быть носители каких-то политических секретов. Ну и вот разгоряченная толпа, возмутившись таким высокомерным поведением посла, тем более из неверных, ворвалась и наказала. Скажу откровенно, эта версия не выдерживала никакой критики даже тогда, хотя она и была принята официально. Потому что, во-первых, по договору все армяне получали право переселиться на территорию Российской империи. Поэтому в укрывательстве на территории посольства, тем более имеющего право экстерриториальности, армян в этом не было ничего предосудительного. Если вести речь о тех самых двух женщинах из гарема и евнухе, то здесь история еще более интересная. Что произошло на самом деле? Евнух пришел к Грибоедову и сказал, что вот я армянин, я вообще христианин, меня заставили здесь принять ислам, оскопили, я хочу бежать от этого мерзкого шаха в Армению. Вот со мной еще две девушки симпатичных. Грибоедов, опытный дипломат, почувствовал, что здесь дело нечисто. И он предложил им, давайте только не в посольстве, давайте выезжайте куда-нибудь в Тевриз, ко двору наследного принца, если вас здесь обижают. Давайте я напишу
шаху, имели ли я право вас принять. В общем, Грибоедов от этого отказывался. Евнух настаивал: спасите, нас убьют, зарежут, я вернуться не могу. Это сложная история, и Грибоедов понимал, именно бывший христианин, он принял ислам. А принявший ислам, когда бежит под защиту иноверца, хуже, чем государственный изменник. Возникла очень неловкая ситуация. Грибоедов находился в этот момент в переписке с двором шаха. Шах пообещал его принять, чтобы урегулировать этот конфликт через несколько дней. Но до этого времени Грибоедов решил: ладно, пусть они у меня останутся при посольстве. Но этого приема не дождались, потому что буквально за день аудиенция, которая должна была урегулировать так либо иначе эту спорную ситуацию, неловкость которой Грибоедов прекрасно понимал, и он этого не хотел. За день до этого огромная толпа в несколько тысяч человек врывается на территорию посольства. Во главе этой толпы вооруженные люди. Происходит кровавая тегеранская резня. Почему мне кажется, что эта история не с двойным даже, а с тройным дном? Безусловно, было неуважение. Внешне был повод в том, что они приняли этих женщин из гарема. Хотя они и были армянки по национальности, и по договору он мог их принять. Вроде бы как они из гарема, то есть их некая неловкость такая есть. И этого евнуха. Самое интересное другое. Евнух исчез. Никто никогда больше не видел. Его не убили. Он пропал. Пропал, судя по всему, прямо накануне всех событий, произошедших в посольстве. Я подозреваю, что здесь сложилось все. И неловкость момента, и, безусловно, народное такое массовое раздражение персов поражением в войне и несправедливым, слишком жестким с их точки зрения договором. Ну и, безусловно, здесь не обошлось без англичан. Евнуха, вероятно, скорее всего, в качестве провокатора подослали из английского посольства, потом спрятали на территории посольства и спокойно увезли куда-то. Невозможно себе представить, чтобы персидский шах, чтобы персы не разыскали его потом и не наказали за этот акт измены и государю, и государству, и вере. Это невозможно. Но он исчез. Так либо иначе, никто не хотел войны. Петербург не хотел возобновления войны с Персией. Слишком долго она шла, и слишком дорого обходилась она империи, и слишком выгодными были условия уже заключенного Грибоедовым договора. Лучшего и пожелать невозможно. Тем более началась война с Турцией, и открытие еще одного фронта было крайне нерационально. Ну и, безусловно, как бы ни подозревали мы англичан, но уж точно не хотели большой войны с Британией. Поэтому граф Нессельроде написал Паскевичу в отношении Грибоедова следующее. Кавычки открываются. «При всем горестном событии Его Величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному умыслу, и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам сердца покойного Грибоедова, не соображавшего поведения своего с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской». Чернь сама по себе возмутилась и убила, а все остальные ни при чем. Кстати сказать, вся служебная переписка Грибоедова как с МИДом, так и с персами вплоть до 1917 года находилась в спецхране. Ее не давали исследователям, что тоже косвенно говорит о следующем. Прекрасно у нас при дворе все знали, прекрасно знали о роли англичан, понимали, но просто не хотели большой войны. Решили, как говорится, не обострять. Ну, к тому же персы очень вежливо просили прощения. Шах направил своего внука с покаянными дарами, с глубочайшими поклонами. Попал на аудиенцию к императору Николаю I. В покаянных дарах были ковры, золотые канделябры, редчайшие старинные манускрипты, жемчуга, украшенное драгоценными камнями оружие, сабли. Ну и самое главное – алмаз-шах. 88 карат из собрания великих моголов. Алмаз, как мы понимаем с вами, это не бриллиант. Он имеет неправильную форму и не огранен по всем правилам ювелирного искусства, но грани его отполированы, и алмазов такого уровня в мире единицы. Цена алмаза шаха не поддается исчислению, потому что просто таких нет на рынке. Я вот посмотрел, интереса ради, сколько бы он мог стоить. Был продан алмаз поменьше, назывался «Розовая звезда», несколько лет назад на аукционе. Его продали за $70 миллионов. Есть алмаз еще меньше, так называемый алмаз Хоупа. Он застрахован на сегодняшний день на $350 миллионов. Но наш алмаз-шах считается
более ценным. Он уникален по степени своей прозрачности. А это, как говорят специалисты, ювелиры, в алмазе самое главное. Сейчас он находится в коллекции алмазного фонда. Я надеюсь, что никогда нашей стране не придется продавать его с аукциона. Но мы понимаем, что его цена – это, наверное, даже не десятки, а сотни миллионов долларов. Так как данный инцидент был списан на вину самого Грибоедова, то никто из погибших не был награжден. Наградили единственного выжившего, посольского секретаря Мальцова, со странной формулировкой «за примерное усердие и благоразумие». Вероятно, благоразумие заключалось в том, что он прятался в сундуке. Кстати сказать, этот Мальцов потом, как и Молчалин, долгие годы числился по архивам. В Москве находились архивы МИДа. Он там 20 лет исправно служил. Наверное, даже не 3, а больше награждений получил. Потом перешел на работу в центральный аппарат, сделал большую карьеру и даже несколько раз становился исполняющим обязанности министра иностранных дел. Успешно выжил, что уже в преклонных годах Мальцов умудрился разбогатеть. Я не знаю, честно говоря, не копался, каким образом ему достались стекольные заводы как раз в нынешнем Гусь-Хрустальном. Но став их владельцем, он получил от Персии еще особую привилегию беспошлинной торговли. Причем эта привилегия обосновывалась как раз обидами, нанесенными Мальцову и русским дипломатам вот тогда при убийстве Грибоедова. То есть он стал еще и финансовым выгодоприобретателем от всех этих событий. И вот, развернув активную беспошлинную торговлю с Востоком, Мальцов невероятно нажился на заводах и умер богатейшим фабрикантом, мультимиллионером, где-то там в Ницце. Судьба Грибоедова после этих событий была непростой. Его еле нашли тело. Несколько дней его таскали по всему Тегерану. Опознали только с помощью особой приметы – отстрелянной фаланги мизинца вследствие той самой дуэли с Якубовичем. Тело перевезли в Тифлис, и там через несколько месяцев захоронили. Там и сейчас его могила. Там же стоит памятник Грибоедову, равно как памятник ему установлен и в нашем посольстве России в Тегеране. Кстати сказать, Грибоедов был первым, но не единственным из послов России, которые были убиты при исполнении своих служебных обязанностей. Это большая редкость убийства посла. На сегодняшний день наша история знает таковых всего 4. После Грибоедова это еще Воровский, посол Советской России в Италии, и Войков, посол Советской России в Польше. Но оба, и Воровский, и Войков, были застрелены гвардейскими офицерами, мстящими таким образом советской власти за красный террор. Войкову еще мстили и лично, как активному участнику убийства семьи Романовых. Войков, будучи химиком, готовил специальный раствор, который должен был уничтожить трупы царской семьи. Ну и недавняя совсем трагедия. Это 4-й случай в нашей истории. Убийство посла Карлова турецким военным, который тоже был застрелен. Там был целый заговор, турки потом раскрыли во время официального дипломатического мероприятия. Несколько слов о личной жизни Грибоедова. В этом отражается дух того времени, слабость дворянской элиты к балеринам. В 1824 году в Петербурге была премьера балета по Пушкину «Руслан и Людмила». Постановка французского хореографа Дидло. Помните? Балеты долго я терпел, но и Дидло мне надоел. Это несправедливо. Дидло надоесть никому нас не может, потому что это выдающийся человек, который, собственно, выводил русский балет на ведущие мировые позиции. Примой выступала Екатерина Телешева или Телешова. Высокая, стройная брюнетка. Тогда балерины не были такими худышками, как сейчас. Кому-то она даже покажется в теле, но по тем меркам очень стройная девушка. Можете посмотреть на нее. Она позировала для известной картины Карла Брюлова «Итальянское утро». Грибоедов в нее влюбился, ухаживал, судя по всему, безуспешно, потому что гражданским, по сути, мужем, таким постоянным, возлюбленным у Телешовой был никто иной, как генерал-губернатор Милорадович. И вот, собственно, 14 декабря 1825 года известие о восстании декабристов застало Милорадовича не где-то, а именно на квартире балерины Телешовой. В общем, получив так либо иначе своей пассии отказ, Грибоедов уехал на Кавказ. Вообще он, как неудивительно, пользовался успехом у девушек. Я говорю, как неудивительно, потому что
но не был таким статным красавцем, высоким. Он не был богат, он носил очки все время, что большая редкость. И, в общем-то, с точки зрения дворянского стандарта того времени, не красавец-любовник. Но, видимо, какая-то была харизма у Грибоедова, невероятное обаяние, талант. По пути на Кавказ, свою последнюю командировку, он остановился у своих старых знакомых, князей Чевчевадзе, старинный грузинский княжеский род. Во время своих предыдущих поездок на Кавказ, еще при Ермолове, Грибоедов учил дочь Чевчевадзе играть на фортепиано. И вот он увидел, что прошли годы, а дочь выросла и превратилась в невероятную красавицу. Звали ее Нина, было ей 16 лет. Буквально увидев ее, через несколько часов Грибоедов сделал ей предложение и попросил у ее отца руки дочери. Он очень торопился со свадьбой, как будто что-то чувствовал. Их обвенчали в августе 1828 года. Там же, в Тифлисе, говорят, что Грибоедов, одевая кольцо на палец невесте, его уронил. Якобы это дурная примета. Прожили вместе они всего лишь несколько месяцев. Далее поехали в Тебриз, в Тегеран. Но молодая Нина Чевчевадзе Грибоедова уже была беременна, чувствовала себя плохо. И Грибоедов решил оставить его у своих друзей по пути в Тевризе, попросив после этого вернуться обратно в Тифлис и дожидаться его там. Далее случилось то, что случилось. И долгое время от беременной Нины скрывали, что произошло с ее мужем. Когда случайно она об этом узнала, рыдала весь вечер, и в ту же ночь случились преждевременные роды. Ребенок родился слабым и умер на следующий день. На могиле Грибоедова женой была выбита одна из самых трогательных эпитафий, которых, наверное, мы знаем. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Всю оставшуюся жизнь Нина Чевчевадзе Грибоедова носила траур. Она так и не выйдет замуж, отвергая все ухаживания и предложения. Верность мужу стала легендой. Ее называли «черной розой Тифлиса». Она умрет спустя много-много лет, примерно во время Крымской войны, организовав в Тифлисе отряд женщин, которые боролись с азиатской холерой, накрывшей тогда город. И вот, ухаживая за больными, сама заболеет и умрет. Говорят, последние слова ее перед смертью были: «Меня положите рядом с ним». У Грибоедова счастливая посмертная память. Он звезда и знаменитость. Улицы его имени есть во многих городах России, ближнего зарубежья. Хотя его пьеса при жизни не шла ни в одном театре, но сейчас зато два театра носят его имя. Это Смоленский драматический и Тбилисский русский драматический театр. Его памятники во многих городах, и фигура Грибоедова запечатлена в монументе «Тысячелетия России» в Новгороде, в группе скульптур «Писатели и художники». Ну, конечно, лучший памятник ему его блестящее, искрометное произведение, о котором я совсем не говорил сознательно. «Горе от ума». Пушкин, когда первый раз прочитал его, сказал: ну, все ясно. Половина разойдется на пословицы. Как всегда, наш классик угадал. Прошло 200 лет, у нас другой язык, казалось бы. Но, тем не менее, цитата из «Горя от ума» знают все. И, наверное, это самое цитируемое произведение классической литературы. Я в свое время, в школьные годы, знал «Горе от ума» наизусть, чем очень гордился. Это, на самом деле, несложно, потому что запоминается почти с первого раза. Выучить наизусть «Горе от ума», на мой взгляд, гораздо проще, чем, например, выучить наизусть Евгения Онегина. Готовясь к этим записям, которые проходят у нас обычно довольно поздними вечерами, я каждый раз говорю сам себе: не мельтеши, не торопись. Читай не так, как Пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой, как завещал великий Фамусов. У Грибоедова судьба посмертная счастливая в плане славы, но, конечно, трагическая в плане жизни. Он не успел реализовать себя ни как писатель. У него было много-много планов разных. Но все недосуг, служба мешала, отрывала его. Это Пушкин мог себе позволить бездельничать по линии Министерства иностранных дел, где он числился и ничего не делал. Грибоедов служил по-настоящему, делал карьеру, сделал много хорошего для нашей страны. Но от творчества это отрывало. Плюс загоняло тебя в тиски. Ты не мог себе позволить написать все, что думал, даже понимая, что это никогда не увидит печати. Опасаясь, что в рукописях это так либо иначе разнесется,
и потом серьезным образом повлияет на твою позицию на государственной службе. То есть вот эти ограничения у Грибоедова были гораздо-гораздо более жесткие, чем у его великого тезки Александра Сергеевича Пушкина. С другой стороны, он не успел и построить большую карьеру. Я уверен, что проживи Грибоедов еще 20-30 лет, это был бы второй Горчаков, а может быть, это был бы первый Горчаков. Это был бы министр, это был бы канцлер, это был бы один из первых и лучших сановников империи. Я нередко прохожу на Чистых прудах мимо памятника Грибоедову, который тоже, как и портрет Крамского, в какой-то степени отображает не то, как выглядел Грибоедов на самом деле, потому что мы точно в деталях этого не знаем. Отображает такую идею, образ Грибоедова. Тоже с начесом, тоже одет как франт, стройный даже выше среднего роста явно, но с очень подчеркнуто твердым лицом. И опять же, мы не знаем, был ли он таким на самом деле. Но мне кажется, что скульптор очень хорошо отобразил не внешность Грибоедова, он хорошо отобразил его характер. Как бы он ни выглядел, каким бы он ни был интеллигентным очкариком, на самом деле это был человек с очень сильным внутренним стержнем. Вся его жизнь, вся его судьба – это попытка доказать окружающим и себе, что время богатырей 12 года, время екатерининских орлов не закончилось. У России есть люди, которые могут за свою страну постоять. Равно как могут постоять и за собственную честь, и за честь своих друзей, и за честь своей страны. Вот такой, мне кажется, и был Грибоедов необычный, очень разный и очень сильный. Давайте посмотрим на этот памятник и таким Александра Сергеевича и запомним. Перечитайте еще раз «Горе от ума». Такое ощущение, что оно написано вчера. И читается, как будто его писал самый модный рэпер. Только очень-очень-очень образованный. У нас таких, наверное, и нет сейчас. До следующей встречи. Всего вам доброго.